После плохого судейства в матче чемпионата Златан Ибрагимович назвал Францию дерьмовой страной. И из-за этих слов стал бесить 80% французов. Некоторые даже требуют депортировать игрока из республики. А кого не любит еще больше? Это топ-10 самых ненавидимых футболистов мира. 10-я строчка и Диего Коста. Насколько талантливый, настолько же и противный. Часто симулирует, но также часто играет грубо. А еще постоянно апеллирует к судье. В недавнем матче с Ливерпулем Диего дважды наступил на кости соперников и вдогонку обматерил Джерарда. Самому-то не стыдно. А еще, успев сыграть за сборную Бразилии, предал свою страну и выбрал Испанию. Чем это закончилось на прошедшем ЧМ, все мы знаем. 9-й Джоуи Бартон. Всадник без головы. Джоуи как будто пиарится неадекватным поведением. Хотя почему как будто? Он же в топе. Бартон не раз дрался с партнерами по команде, сидел в тюрьме за нападение на человека. Заявлял, что Алекс Фергюсон не умеет тренировать и вообще всех постоянно оскорбляет в Твиттере. Во время матча с Эвертоном Бартон даже показал болельщикам голую задницу, а еще затушил об игрока молодежного состава Манчестер Сити сигарету. Уровень неадекватности – бог. 8-й Неймар. Любимец школьников и икона в Бразилии. Остальные Неймара, мягко говоря, недолюбливают. Поговаривают, что на левом плече у него клеймо симулянта. А еще игрок, как водится, любит из-под тишка ударить соперника. Но и в довесок ужасный имидж. Он как афроамериканцы в гетто. Обожает фоткаться с разными дорогими штуками. Да, и из-за непонятной прически его даже прозвали петушком. 7-й Игорь Денисов. Даже несмотря на Дзюбу, Аршавина и предательство Быстрова, именно Денисов стал символом ненависти к российским футболистам. Ходил на дискотеку перед решающим матчем, пытался подраться с милиционером, но у последнего мозгов оказалось больше. Матерился на Карпина, ломал нос инструктору по вождению и вообще считал, что Питер принадлежит ему, не путайте с Ионовым. Поэтому Игорек потребовал зарплату больше, чем у Халка. А когда ему отказали, сделал все, чтобы развалить «Зенит». В итоге развалил Анжи, после того, как пришлось свалить из «Зенита», и осел в «Динамо». К этому моменту Денисов выпал из основы сборной, но зато выклинчил себе контракт на 4 миллиона евро. Вот так классный игрок на пике превратился в обычного. 6-я строчка – Серхио Бускетс. Испанец вывел качество симуляции на новый уровень. Если не Оскар, то Тэфи точно. Ни один игрок до него не симулировал так старательно, не валялся на газоне так долго и не кричал так душераздирающе после малейших прикосновений. В итоге опорника стали недолюбливать даже болельщики Барселоны. А в прошлом году Серхио еще специально наступил на голову Пепе. Видимо, боялся, что лавры отберет. 5-я позиция – Джон Терри. Идеальный капитан и игрок на поле, и ужасно противоречивый человек за его пределами. Защитник наплевал на все моральные принципы и переспал с подругой своего партнера по Челси Уэйна Бриджа, будучи уже женатым, а после отметился расистскими высказываниями в адрес Энтона Фердинанда. В результате брат последнего, Рио, ушел из сборной, потому что не захотел играть вместе с Терри. Кстати, отец Джона торговал кокаином, а мать крала одежду в магазинах. Супер семейка. 4-й Бускетс не плачет.
Пепе. В жизни, в отличие от большинства участников топа, португалец белый и пушистый. Но вот на поле защитник мало того, что симулирует, так еще часто норовит отправить соперников в травмпункт. Не раз намеренно наступал и пинал оппонентов, и даже отметился самым чудовищным поступком на поле за последние десятилетия. Страшно порой даже у телевизора. Место Марио Балотелли. Суперталант, который сам себя загубил. Его ненавидят даже свои. Футбол пешком и драка с тренером в порядке вещей. А еще дурацкие фотографии и неадекват вроде поджога собственного дома и бросания дротиков в игроков молодежки Ман-Сити. Внешность атлета, а голова Винни-Пуха. И есть ли в ней хотя бы опилки? Большой вопрос. Второй – Сэмюэль Этоо, символ футбольного высокомерия. Долгие годы нападающий был одним из лучших, а потом решил, что его имя – Иисус. С этими мыслями докатился Данжи, где стал командовать футболистами, менять главных тренеров, а потом даже выдворил из клуба Роберто Карлоса. На последнем чемпионате мира Этоо заставил Национальную федерацию заплатить премиальные перед турниром и сделал Камерун посмешищем. Подробности тут. А в январе перешел в Сампдорию, где поссорился с главным тренером спустя пару дней после подписания двухлетнего контракта. Сэм просто не захотел тренироваться. Он ведь и так очень хорош. Эх, жалко, футболистов нельзя как вещи вернуть в магазин по чеку в течение 14 дней. А то Этоо так бы и лежал на витрине. Победитель Луис Суарес. Все началось на чемпионате мира 2010-го, когда форвард вынес мяч рукой с ленточки ворот на последних секундах четвертьфинала с Ганой. Тогда на футболиста ополчилась вся Африка, и уругваец усугубил ненависть, обозвав Патриса Эвра, намекая на цвет кожи. С тех пор форвард в красной футболке стал красной тряпкой для всех темнокожих болельщиков в мире. А теперь прибавьте к этому грубые фолы, постоянные симуляции и укусы соперников. И вот оно, лицо фильма «Челюсти». Ну или хотя бы рекламной кампании «Пусть ненавидят». И вряд ли сейчас найдется хоть кто-то, кому эта фраза так к лицу. В рейтинге только действующие футболисты, поэтому нет, например, Фигу, Диего Симеоне или Матерацци, а еще нет Месси и Роналду. Они слишком великие, а великих ненавидят из принципа. Ну и Яя Туре не уместился. Просто не уместился. Цвет кожи тут ни при чем, Яя правда. Да, и вы заметили, как не везет игрокам молодежки Ман-Сити. То Балотелли с дротиками, то Бартон с сигаретой. Прям карма какая-то. Подписывайтесь на канал, и если вы попадете в Академию Сити, вас никто не будет доставать. Прошлый выпуск о футболистах, чью карьеру разрушили травмы, типа Джибриля Сиссе, смотрите здесь. А о тренерах, которые больше всех тратят на трансферы, типа Анчелотти. Тут Александр Журавлев о Спорте ТВ. Пока.